Кота Вилли обязательно посмотрю. Привет всем! Привет! Сегодня у нас кот Вилли будет показывать чудеса охоты, а также мы будем ходить по саду и любоваться розами, а Ирина будет рассказывать про них. Итак, начинается все, как водится, утром. Утром кот, как всегда, на своей позиции, озирается перед тем, как забраться на крышу. Так, живая изгородь. Ты ее уже как, стригла? Нет еще. Еще Нет рано. еще? Формовать еще не формовала, да? Еще рано. Еще только июнь месяц. Она только-только начала расти. Ладно, пусть растет тогда. Ну, погода вот у нас такая стоит. Конец мая, июнь, толком лета нету. И, ну, вроде бы как и лето, оно около 20 градусов, и то дождь, и то дождя толком нет, а скорее обещают дождь начать. Ну, кот сидит. Если бы Ирины в момент съемок не было, если бы она была, он бы спрыгнул к ней, скорее всего. А ко мне он не спрыгивает. Он просто подходит, но дальше не двигается. Ну что, пойдем по цветочкам. Первый у нас, насколько я знаю, ирисы. Ирисы классического фиолетового цвета. Чернильного. Ну да, чернильного. Ну, они такие, их единственная особенность в том, что они очень высокие. Обычно как-то все остальные ирисы такие не очень высокие, а эти прям где-то вот прям около метра они, наверное. И крупные цветки. Ты их не очень удачно заснял. Ну, я их заснял просто по ходу. Да, ты только цветок, а вообще-то так. Вот. Засек врагов. Ну да, он увидел, что там враги. А мы вчера вечером ходили гулять, и вот он с нами шел такой довольный, вот, и вдруг навстречу где-то вдалеке послышались голоса. И котику всю прогулку обломали. Ну, а сейчас он идет куда? Под кормушку. Под кормушку, понятно. На канале есть видео, как он мышу ловит. У него там такое охотничье место, куда мыши сами приходят. Он идет на мышиную ферму. На мышиную ферму. Ему надо просто сидеть и ждать, пока мыша к нему подойдет. Посмотрите ролик, если не смотрели, про охоту кота Вилли. Это что у нас? Так, это у нас роза, которая называется Винчестер Катедрал. Винчестер? Ну да, ну я не знаю, как правильно произносить, но как-то так. Но она почему-то на этом кусте двух цветов. Одна темно-розовая, другая светло-розовая. Там, видимо, как-то прививку делали и так вот сделали. Ясно. Сейчас кот у нас, по идее, должен забраться на крышу гаража. Но так как кругом враги, то есть кто-то там по улице прошел, и кот сейчас в некотором... Выжидает безопасное время. Во-первых. А во-вторых, у него в голову периодически приходят мысли, что на крышу, скорее всего, должен быть еще один выход, обязательно. Ну, как он в доме на крышу искал выход через камин, он все в камин залазил, пытался найти выход везде через трубу. Везде он и в кладовке, он везде ищет и в Вот камине. там слева ящики стоят с пивом, я по 200 бутылок заказываю от производителя. И потом в гараже коробки стоят. А кот пошел искать выход на крышу. Вот он регулярно проделает, все обследует внимательно. Он уверен, что должен быть безопасный выход на крышу. Да. Не позаботились. Не, мы не позаботились о коте. Так, эта роза называется Вильям Шекспир, и она очень колючая. И вот но эта она высокая и красная, одна большая такая. Ну, я ее как это подстригаю, и она вот как-то у меня получилась какая-то кривая. То есть вместо того, чтобы сделать такой гармоничный кустик, она вдруг стрелой такой выстрелила. Сейчас будет утиная охота. Кот у нас практикует утиную охоту. Но это вроде фотоохоты, то есть она без жертв. Но смотрится очень интересно. Вот да, смотрите, он крадется. Утки хитрые такие твари. Не даются, поиграть не хотят. Они вдвоем, каждая одна обязательно на стреме стоит и это самое. Озирается. Вот да, сейчас до утки метров, ну, наверное, 20. То есть он ее засек метров с 20. Она за ирисом там. За ирисом. Нет, там их две, там парочка. Ну, просто вторую не видно. Вторую не видно. А это что? А вот это как раз это черная пятнистость. Какой удачный кадр. Ну да, вот с которой ты борешься, да? Это роза, это как в песне «Такая боль, такая боль». А желтая это кто? Эта роза называется фрезия, она красивая роза, но побороть вот эту пятнистость мне так и не удалось.
То есть она вот болеет. forever. Она болеет. Она не болеет, это Вот просто смотрите, её состояние. кот у нас такое. ответственен за подметание дорожки. Вот, у него подвес, и вот он идет и подметает дорожку. На полусогнутых он сейчас охотится, он Издевается. охотится всегда на полусогнутых, Ну, чтобы все- его не видно было, Нет, да? ну все так подкрадываются. Ну да, он подкрадывается, чтобы его не видно было. Это все продолжение той самой охоты. Да. Вот. Он решил обойти их. Они на склоне, им его не видно. Вот там голова видна, им оттуда кота не видно. Это его не первая охота, поэтому Да, регулярно. утки, кстати, они прекрасно знают о его существовании, что он на них охотится, поэтому они всегда настороже, они никогда не опрометчиво не поступают так. Так, а тут были посажены ранункулюсы, которые мне прислали в подарок. Моронкульцы. Ранункулюсы. Варункулюсы. Ранункулюсы. Я их туда посадила, и котик по ним прошелся. А котик по ним регулярно прохаживается, так что... Но они еще не появились. Они мне их поздно прислали, но это было в дополнение за то, что я заказала там. А вот и все. Все, Вон они две, видишь, две полетели. Две. Ну, коту не Парочка. удалось в этот раз их поймать, как и во все предыдущие разы, Ну, к счастью. в предыдущие разы еще и тебе просто не повезло, а я много раз наблюдала, как он делает этот последний рывок. Я себе представляю. Ну, такой страшный зверь, котик у нас. Он страшный зверь, да. Не знаю. Он смотрит, вот, говорит, вот мне жалуется, говорит, ну представь, говорит, вот опять, говорит, говорит, смотались. Дрянь. Ну, утки далеко не улетают, они... Да они вообще говорят, не да улетают. мы вообще местные, так что... Так, это упал отжался, давай. Эта это роза кто? называется пиккола, это тоже, она такая небольшая, и у нее такой яркий красивый цвет, но... Нет, у нее тоже, очень ароматный запах, у нее запах просто потрясающий. Ну, если только на карачках ее нюхать. Ну да, лежа, практически лежа приходится нюхать, вот отжимаюсь там и получаю аромотерапию. Но она и красивая, и ароматная, вот это точно. Так, сейчас у нас будет очередное включение кота, да? Он, отчаявшись от своих, уморился, наверное, опять же, охотясь-то. Пойду, говорит, просто горошков перекушу, говорит, ну их этих уток. Котик никогда так прямо вот не заходит. Он сначала сядет под дверью и, как это, оглядится, проверит обстановку, нет ли там внутри каких-нибудь врагов. Ну, потому что, да, гости это тоже враги. Если приходят гости, они враги. Эта роза, это Абрахам Дерби называется, пока что она не расцвела. Вот. И она такая хорошая роза, красивая, такая цвет такой Ну, это красивый, хорошо, что они абрикосовый. попозже, потому что не все сразу. Так, а эта роза называется Heritage. Это которая расцветает, а потом к вечеру все лепестки падают. Ну, в лучшем, это опять Дерби, которые уже показывались бутоны. Вот, на ней очень много бутонов. Вот, и она такая душистая, хорошо пахнет, и мне она, в принципе, нравится. Что еще про нее сказать? А вот и котик. Это к вечеру уже. Это к вечеру кот ложится на диван, часто на мое место. Ну, вот в этот раз я свою занял, он рядом лег. Вот, он А пришел, в окнах? он В окнах? мокрый, помнишь? Ну, наверное, мокрый. Что Да, я могу вот, наверное, сказать? мокрый, да. А точно мокрый, потому что я помню. Ну, не такой уж мокрый, слегка спрыснутый, подумаешь. Ну да. Он пошел, нет, говорит, этот фильм неинтересный. Это я смотрел «Триггер» сериал, мне очень понравился. Вот. И вот он лапкой говорит, все, открывайте, у него там место, он там лежит. Они там спят. Да, у него там спальное место. Спальное место, и, соответственно, мне надо встать и его туда пустить. Да. Вот он, ну, он ждет, он знает, что ему должны открыть дверь. Вот. Я с камерой иду, рука дрожит. Ну, вот как-то. Все, его пустили, и котик, слава богу, пошел спать. Так, а это у нас... Обязательно посмотрю. Это у нас наш фильм с тобой «Гортензии», который на канале есть, который сделан очень качественно. Если вы не смотрели, если интересуетесь цветами, пожалуйста. Вот у нас к осени будет вот такая красота на участке. Ну, это уже в июле должно быть, это не Ну, к осени. в июле, и потом оно продолжается вот до сентября. Это у нас метельчатая, да? Ванила. Да, ванилия фрейс. Ванилия фрейс, да, метельчатая. Да, здесь гортензия. она уже начала розоветь. Начала розоветь уже здесь. Вот. Мы ее в Германии покупали, была целая эпопея там с пересылками, со всем.
В общем, в этом фильме мы сняли про обрезку гортензии. Ирина тут объясняет, что к чему. Так, да подожди, вот подними, когда отстрижешь. Вот тогда это был март месяц, и было теплее, чем сейчас. Да, было тепло. Не, в этом году какая-то весна и начало лета просто какие-то, ну... А сейчас уже этот кустик как бы растет. А вот это, наверное, вот так он в сентябре выглядит, потому что... Ну, она совсем красная Да, становится. красная становится. Она красивее, когда июль-август. Она красивее, потому что там бело-красная, а потом она становится вообще темно-малиновая. Я бы сказал, это даже малиновый цвет, наверное, да? Наверное, это опять Шекспир, Вильям Шекспир, роза, вот. И Вот, на фоне гора и озеро Осиах. Если вы первый раз смотрите мои видео, все это происходит в Австрии, в Каринтии, на берегу озера Осиахерзее, вот, где мы живем. На даче у нас тут такой дачный карантин. Пока-пока! до свидания. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!